Всем привет, рада видеть вас на моем канале. Сегодня буду работать вот с этими пальчиками, так что если вам интересно, присоединяйтесь. Ну а с вами я, Миронова Виктория. Как вы видели, на больших пальцах присутствует отслоение ногтя от ложа, прям такие большие отслоения. Сегодня я буду их полностью убирать. Также есть маленькие анихолизисы на маленьких пальчиках. Их я тоже буду зачищать. Я, конечно же, спросила девочку, что случилось, почему произошла вот такая ситуация, почему пальчики находятся сейчас вот в таком состоянии. Она сказала, что раньше она спокойно делала педикюр, ей перекрывали ногти гель-лаком, но год назад она увидела, что на одном пальчике появился небольшой анихолизис, и она решила снять покрытие. Так девочка без покрытия проходила еще целый год, но ситуация не менялась ни в одну, ни в другую сторону. Анихолизис не ставал больше, но и не срастал. Но все изменилось примерно 2,5-3 месяца назад. Сейчас я вас никак не удивлю какой-то новой пикантной историей. Обычная ситуация, такие очень часто случаются, неоднократно вам уже о таких рассказывала. Девочка просто пошла гулять, прогулка была очень-очень длинная, а на ней была очень-очень неудобная обувь. В результате очень сильного давления на ногти пошли гематомы, вы сейчас их видели, я их спиливала, на одной ножке побольше, на второй поменьше. Ну вот это давление привело к тому, что изначально появились гематомы, а потом вот пошел такой огромный анихолизис. Вроде бы банальная история, но придется теперь девочке походить с не очень красивыми ногтями. Но после зачистки очень важно опять не всунуться в ту узкую обувь, которая вот так надавила, которая спровоцировала вот такую ситуацию. Потому что, в принципе, толку никакого не будет, если делать зачистки, а не убрать внешние воздействия. Кюреткой еще раз проверяю уголки ногтей, смотрю, остались ли там отслоения. Вижу, что с одной стороны осталось, поэтому беру шар поменьше, меньше диаметром, и уже туда аккуратненько подлезаю и счищаю уже там остатки ногтя, который отслоился. Люблю вот такой большой алмазный бочоночек, потому что им можно очень быстро пройтись по поверхности ногтя, убрать неровности, а также немножечко истончить ноготь, если он прям сильно утолщен. После зачистки я обычно дальше работаю с кутикулой, отодвигаю ее, вычищаю птериги с помощью фрезы, ну а дальше уже смачиваю все пронтоман спреем. Он отлично, можно так сказать, разрыхляет все ороговевшие частички, и поэтому можно уже удалить все вот эти загрязнения, которые скопились как в пазухах, так и вычистить омертвевшие клеточки, которые остались вот на этом ложе. Обработку кутикулы вам не показываю, а сразу перехожу к следующему пальчику. Сначала с щипцами уберу тот кусочек, который я могу убрать, чтобы меньше спиливать шариком. Здесь оказался вот такой небольшой островок, где ноготь еще прикреплен к ногтевому ложе. Возможно, там уже он и отсоединен, но щипцами я туда все-таки лезть не стала. Взяла шар и начала работать именно им. Ну а пока я убираю вот этот злой анихолизис, не забудьте подписаться на мой канал, потому что здесь вы найдете очень много интересной и полезной информации.
Когда почти полностью сняла уже весь анихолизис, у меня остался вот тот островок, который я побоялась изначально трогать. Но потом я аккуратненько шариком подходила по бокам и поняла, что этот островок тоже отслаивается, отваливается, поэтому я аккуратно его тоже зачистила. Вы же понимаете, если бы он был прикреплен, а я его спилила бездумно, то там бы просто пошла кровь. А я все зачистила, там все хорошо и чистенько. Он просто уже должен был самостоятельно там открепиться, а я ему просто чуть-чуточку помогла. Кюреткой проверяю пустоту, вижу, что там ноготь тоже отслоен в боковых, поэтому щипцами для кутикулы срезаю там ноготь. Он истончен, поэтому срезается легко. Обычными щипцами туда не так просто подлезть, поэтому беру для кутикулы. После того, как убрала эти уголочки, шариком диаметром поменьше уже зачищаю все остальное. На этом пальчике с одной стороны ноготь немного скрючен, видите, вот там в пазухе. Я проверяю кюреткой, вычищаю оттуда все загрязнения, ноготь придерживаю пальчиком, чтобы не подрывать его, а затем беру пилочку для вросших ногтей и вот этот острый уголочек просто спиливаю, для того, чтобы при срастании ноготь не врезался в кожу и у клиентки не было болевых ощущений. Ну вот и все, зачистку провела, анихолизисы убрала, кутикулу срезала, так что моя работа на сегодня закончилась. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца, с вами была я, Миронова Виктория. Всем пока-пока.